Всем привет! Не так давно мне принесли ноутбук фирмы Asus с i3 процессором третьего поколения на борту, после включения которого почти сразу идет проверка жесткого диска. Подождав так около часа, запуск операционной системы я не дождался. Поэтому, перезапустив лэптоп и зайдя в boot-меню, указываю загрузку с дисковода, куда я установил Parted Magic. Далее идет запуск дистрибутива, что занимает некоторое время. После чего на рабочем столе кликаю по данному значку программы, позволяющей определить состояние накопителя. Перейдя на вторую вкладку и пустившись немного ниже, можно увидеть две подсвеченные строчки, которые указывают на наличие общего числа проблемных и переназначенных секторов. Установив, что причина связана с диском, а не с программной частью, например, вследствие действия вирусов на операционную систему, решением проблемы может быть выявление неисправных секторов и деактивация данной области в последующей работе накопителя, либо просто замене старого диска на новый, что я и планирую сделать. Выключив лэптоп, закрываю его и отсоединяю от источника питания, после чего переворачиваю. С обратной стороны откручиваю один оставшийся винтик и снимаю крышку. Здесь прежде всего мне бросилось в глаза то, что оперативная память распаяна на материнской плате и при этом имеется один свободный слот. В таком случае при отказе основной памяти неисправные чипы придется перепаивать на самой плате. Далее откручиваю винты, фиксирующие корзину, где находится жесткий диск, и собственно извлекаю его. Как можно видеть, накопитель от производителя Hitachi на 500 гигабайт со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Заменю его на новенькую SSD-шку Samsung аналогичной емкости. Для этого подрезаю защитную наклейку на упаковке и достаю футляр, в котором сверху находится буклет, а под ним накопитель. Теперь на место старого диска в корзину я установил новый. Подключаю его к лэптопу и, зафиксировав винтами, закрываю крышку. Затем с помощью загрузочного диска Acronis произвожу инициализацию нового накопителя, после чего создаю раздел объемом 200 гигабайт под систему и распределяю оставшееся место. Чтобы применить сделанные изменения, нажимаю на клавишу «Выполнить». Произведя подготовительную часть, остается установить операционную систему, что займет некоторое время. По завершении, инсталлировав драйвера и необходимое программное обеспечение, попробую перенести информацию со старого диска на новый, воспользовавшись переходником SATA на USB. Подключив его к ноутбуку и подождав несколько секунд, он определился в системе. Теперь открываю раздел, где хранятся только файлы. Выделяю все каталоги и копирую их на новый диск. В таком исполнении перенос занимает достаточно длительное время. Для более эффективной миграции данных оба накопителя можно подключить напрямую к стационарному компьютеру. По завершении открываю следующий том на неисправном накопителе, где располагается операционная система. И здесь копирую папку пользователя на SSD-шку, что в данном случае также отнимает некоторое время. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.